Помнишь это? Как мы встретились, да, сначала? Идея. Это было очень много лет на вокзале в Минске. Да? На ЖД вокзале. А что нам в голову пришло поднимать танк? Потому что ты где-то увидел. Могу объяснить. Что такое патриотизм, я вам скажу. Это очень... Вот любовь и патриотизм сбили тему. Сбили, а есть чем гордиться. Я был когда во Франции и увидел, как они трепетно относятся к своим вещам. Помнишь, трепет? У них куча музеев, они рассказывают бесконечно. И один из французов мне сказал, если бы у нас столько было потерь, как у вас, и мы так воевали, у нас было бы все в музее. И вот мы приехали, а у нас, получается, времен войны нет ни одной ходовой машины. Вообще нет. Мы с тобой тогда вспомнили, где, что один затопленный БТшка, с чего родилась вообще БТшка. Найти и восстановить, и поставить на ход хотя бы один танк. Потом и остальные. А потом и остальные линейки советские. Потому что нашим танкостроением действительно можно гордиться. Вот он, вот спрашиваете, любимый, да? Да. Он был и будет любимый. Во-первых, потому что он первый. Но так сложилось, что он вообще уникален. Я же говорю еще раз, по всем характеристикам. И когда я первый парад открывал, да, ну, в Москве вообще 80 лет это было, танковое поезд. Но все-таки ощущения, самые мощные ощущения были в Минске в 2004-м, 60 лет освобождения Белоруссии. Потому что, понимаете, он шел сюда с первым контрударом. Он шел сюда. Он не дошел, он утонул. И спустя столько лет он все-таки открыл парад. То есть он дошел до Минска, он выполнил свою миссию. А пришел-то он с Дальнего Востока. То есть мало того, вот это, он же, видите, весь боевой, это вот все шрам отметили попадание. Он весь подчеркнутый, подписанный. Поэтому он добился своего. То есть вот вам душа машины. И еще, кстати, я столкнулся, знаете, с чем, Сергеевич? Если он не хочет заводиться раньше, он не заведется никогда. Приезжали люди, история мне дошло. И он не завелся. Что мы не делали? Я отбил себе пальцы. Я говорю, ребята, что-то с ним не то. Характер. Характер. Каждая машина характер. И вот, еще раз, любимый, да, вот и будет он любимый. Он первый, мы с Вовой, в принципе, вдвоем, тогда еще Вова, помнишь, не скребись. Помнишь, ни опыта ж не было, ничего. Вообще приехали, болото. Мы его подняли за стандартные рымы, задние, крепежные. У нас есть об этом. Крепежные рымы подняли, уже он появился. Все, эйфория, здравствуйте, сейчас он вылезет. Рымы рвутся, и танк падает на 11 метров глубины. Представляете? Вся наша работа. Мы так посидели, и все сначала. Все привыкли, что танк это танк, да? Смотрите, толщина башни, как она расколола. Видишь, вот, покажи пальцем, видишь? Вот она просто расколота взрывом. А вот сюда, вот что страшное вообще получилось. Идеальным подъемом мы называем то, когда достаешь танк, и в нем нет экипажа, нет никого, ничего. То есть, что это значит? Значит, что мы достали просто музейный экспонат. Если в нем, не дай бог, люди, это уже, в принципе, братская могила. Вот в этом танке, к сожалению, вот попадание снаряда пробило его просто, вывернуло пушку, и мы нашли скальп танкиста, печатанную в эту башню. Установить экипаж вообще не представлялось возможным, потому что сгорело все, взрыв был такой силы, видите, развернуло все полностью, раскололо. И вот простой фрагмент, что творит война, видите, вроде бы танк, а от него что осталось? А когда на Неве подняли КВ, помнишь, бабка подошла, да? С клюкой, что она сказала? Спасибо, ребята, говорит, этот танк, что, пахнет войной, да? Подошла бабуля. На пятачке все пахнет войной, и начать все. Подошла, отбросила эти костыли, стала. Понимаете, эти слова дорогого стоят. Блокадницы, кто это видел. Поэтому мы делаем нормальную работу, она нам нравится. Вот в Москве живет человек, Цветков его фамилия, который воевал на этой машине. Он был в шоке, когда узнал, что мы его подняли. Представляете, сколько лет спустя, говорит, ребята, спасибо, вы делаете огромное. Никогда бы, говорит, не подумал, танк, который потерял в 43-м году, увидеть. Ну вот он в таком состоянии. Но башни от него,
на входе на линию Сталина мы поставили собранные из 7 боевых машин танки. Все они воевали в боях, все они политы кровью. И все собрали. Вот корпус здесь, а башня на входе. Как-то мы встретились вчера с братом его. Я еще работал на другой работе. Предложил, начали искать. Вот тогда БТшку подняли. Когда вот это вот подъем происходит, все-таки когда танк целый уходит, все-таки за душу как-то берет, даже и разбитый какая-то память, чтобы поставить потомкам. Вот и 10 лет мы вместе занимаемся, везде ездим, как-то полагаемся друг на друга, не подводим. Сколько раз когда он ныряет, я его страхую. Все зависит тоже от меня. Если что-то вытяну, не вытяну, команды понимаем. Мы понимаем один одного. С пробором ходим. В принципе, он научил. И сейчас мы точно говорим, есть танк, нету. Поэтому много кто не верит. Но если мы уже сказали, танка нет, значит нет. Если сказали, есть, значит есть. В группу мы попали уже в 99 году, в январе месяце. Меня познакомил один человек с Игорем, и с того времени мы начали заниматься танками, подъемом, реставрацией и поисками. Данный вид моей работы заключается в основном в том, чтобы реставрация. То бишь, когда машину приводят с болота, с озера, там еще у него не очень презентабельный вид, и все надо полностью зачистить. Некоторые детали просто восстановить надо будет, потому что если, например, в речке, это очень много ржавчины, коррозия большая, поэтому надо все полностью разбирать, приводить внешний вид. Для меня патриотизм — это память о дедах, наших бабушках, те, которые прошли эту войну и сделали для нас большое голубое небо, которое сейчас светит солнце, живем мы мирно и счастливо. И главное, что патриотизм — это чтобы был в наших сердцах. Это сила народа, вера в будущее, доброта. Отсюда происходит патриотизм. Я вам скажу очень простую вещь. Когда мы начинаем с Куликова поля, еще находим эти вещи, и дальше пошло, вся мировая цивилизация все равно шла от нас. А про Белоруссию, если говорить, то вообще все войны через нас. То, что мы сберегли, то, что мы остались воинами, то, что мы остались партизанской республикой, поверьте, я даже когда был в Осетии, да, вот там, когда беда случилась в ущелье Кармадонском, белорусы приехали и помогали. Я заметил, какое трепетное отношение у осетин к белорусам. Осетины тоже воины, это ланы древние. А это фантастическое. То есть я столкнулся с тем, что меня уважают как белорусы. Не американцы, не французы, а как белорусы. Поэтому для меня патриотизм — это не забитые слова, это те наслоения истории. Понимаете, все то, что шло из глубины века и чем можно гордиться. А техника — это воплощенная в металле, как вам сказать, труд тысяч людей, правильно? И когда ты видишь, что наша техника была классная, и все-таки как мы там отступали, не отступали, но мы-то хребет сломали фашизму, мы, не Запад. Вот они, я столкнулся опять-таки, они гордятся, мы там, а якобы где-то на Восточном фронте кто-то тоже воевал. Так вот на Западном фронте воевало в 10 раз меньше людей. И когда там беда под Орденами случилась, у них наши сразу пошли в наступление. Поэтому все это бред, и переписывать историю, то, что модно на Западе, они и переписывают себе в угоду. То есть это их патриотизм, они на своем патриотизме воспитывают свое подрастающее поколение. А нам сам Бог велел гордиться тем, что у нас было.